Зеленский встречается с другом Путина. В ЕС и РФ говорят о новом этапе уже масштабной войны через несколько лет, а судьи Узбекистана уменьшают сроки тем, кто воевал против Украины. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Германии говорят, что до мира в Украине далеко, а в Европе готовятся воевать с российскими мужчинами. Когда может полыхнуть? Два пути Трампа. Кинет ли президент США Украину и готов ли совершить сделку без Зеленского? Западная пресса пишет о негативных сценариях. Каков же выход? В Россию направляется подкрепление. Что известно о военной поддержке Кремля? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Северокорейцам под Курском приходится наступать на позиции ВСУ без поддержки бронетехники, и у военных КНДР есть свои участки на линии фронта, где наступают именно они, без россиян. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Когда солдаты Ким Чен Ына атакуют, то они не останавливаются для перегруппировки или отступления, как это часто делают российские оккупанты, если несут тяжелые потери, говорят украинские солдаты и американские официальные лица. Вместо этого они перемещаются под шквальным огнем по полям, усеянным минами, и посылают в атаку волну из 40 или более военнослужащих. Если они захватывают позицию, то не пытаются ее удержать. Они оставляют это на усмотрение российского подкрепления, а сами отступают и готовятся к новому штурму. Они также выработали особую тактику и привычки. При борьбе с беспилотником северокорейцы высылают одного солдата в качестве приманки, чтобы другие могли сбить его. Северокорейцам также приказано не сдаваться в плен, если они ранены, нужно просто подорвать себя гранатой. Кроме того, издание уточняет, что в течение ближайших 2 месяцев Пхеньян направит в РФ подкрепление из новых солдат. BBC тем временем сообщает, что КНДР уже потеряла около 4000 своих военных под Курском. Это фактически половина из тех, кто был отправлен в российские окопы. Разведка Южной Кореи ранее сообщала, что Москва приняла 11 тысяч северокорейских солдат. Трамп может заключить соглашение с Путиным без участия Украины. По крайней мере, такие риски еще существуют. Об этом говорят аналитики, опрошенные изданием «Радио Свобода». Если такая сделка будет достигнута, то Киеву могут просто сказать: вы должны это принять, иначе военная помощь от США будет остановлена. Тем не менее, прежде всего, Трампу необходимо усадить Путина за стол переговоров. Кремль же пока не стремится к этому, пишет «Радио Свобода». Автор материала уточняет, что стратегия нового президента США по завершению войны все еще формируется, но аналитики отмечают, что у него есть 2 основных пути. Первый. Оказать давление на Украину, которая уже сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов и усталостью доноров, и вынудить ее сесть за стол переговоров, лишив ключевой военной поддержки и заставив заключить мирное соглашение на невыгодных условиях. Этот вариант Киев и большинство западных столиц считают наихудшим сценарием. Второй. Усилить давление на Россию с помощью новых санкций и увеличения военной помощи Украине. А Трамп уже, кстати, заявил, что существует вероятность того, что он введет новые санкции, если РФ не захочет прекращения огня. В офисе президента Украины за последние пару дней уже неоднократно делали заявления, явно направленные в сторону Белого дома. В Киеве считают, что новые санкции параллельно с украинскими ударами дальнобойным оружием по военным объектам на территории России привели бы к определенным изменениям. Уже через 6-8 месяцев подобного рода давления на Москву год можно было бы видеть иначе. Это цитата представителя ОП Подоляка. Шольц заявил, что хочет завершения войны. Уже после того, как это произойдет, Европа должна подумать о гарантиях безопасности для Киева. Кроме того, полностью обеспечивать украинскую армию, чтобы сохранить ее мощь. В ближайшее время пройдут переговоры между союзниками Украины на эту тему. Ключевое, что сказал Олаф Шольц, до мира еще далеко, таким образом дав прогноз на будущее. В то же время оппонент Шольца Фридрих Мерц уверен, что европейские политики совершили ошибку и о помощи Украине надо было думать намного раньше.
Я очень сожалею, что на третий год нам все еще приходится говорить об этой войне, и я глубоко убежден, что если бы мы раньше оказали им лучшую поддержку, более сильную поддержку, то эта война могла бы закончиться. Но сейчас мы находимся в очень критической фазе. Мы еще не знаем, что предпримет американское правительство. А вы согласны, что европейцы принимали решения в некоторых случаях очень и очень медленно? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Зеленский призвал оказывать давление на Россию во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в швейцарском Давосе. Украинский президент заявил, что вновь лично выразил соболезнования народу Азербайджана из-за трагедии с самолетом рейса Баку-Грозный, по которому ударила ПВО России. Доказательства с места катастрофы очевидны. Важно оказать давление на Россию, чтобы заставить ее говорить правду. Мы также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем, увеличение товарооборота между странами в перспективе сотрудничества в энергетической сфере. СМИ Азербайджана сообщают, что встреча состоялась по запросу украинской стороны. Зеленский и Алиев обсудили вопросы в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности. Напомню, что Алиев ждет, пока российская сторона выполнит его требования, найдет виновных в авиакатастрофе под Актау 25 декабря. Аналитики считают, что президент Азербайджана, который активно и открыто критиковал Москву за попытки замять дело, оказался перед выбором: или быть со своим народом, или с Россией и Путиным, но при этом быстро определился с позицией: полная солидарность с возмущенной общественностью. А как вам такая встреча Зеленского и Алиева? Напишите об этом под этим видео. Украинский язык считают родным 78% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, который был опубликован в День Соборности. В 2017 году тех, кто считал украинский родным, было 68%, в 2015 – 60%, а в 2006 году 52%. Русский и украинский языки в равной степени являются родными для 13% опрошенных. И всего 6% респондентов считают исключительно русский родным. Дома разговаривают только или преимущественно на украинском языке 70,5% опрошенных украинцев. В 2015 году таких было 50%, в 2006 году 46%, сообщает Центр Разумкова. Только или преимущественно на русском языке дома разговаривают 11% опрошенных. В 2015 таких было в 2 раза больше, а в 2006 в 3 раза больше. И примерно в равной степени на украинском и русском языках дома разговаривают 18%. За пределами дома, например, на работе, учебе, только или преимущественно на украинском языке разговаривают 72% украинцев, которые приняли участие в этом опросе. Доля тех, кто говорит дома только или преимущественно на украинском языке, по сравнению с 2006 годом выросла. В западном регионе с 89 до 98%, в центральном с 62 до 79%, в южном с 32 до 40%, в восточном с 26 до 34%. Напомню, языковой вопрос – любимая тема для манипуляций среди политиков. Знаю, что нехта смотрят в разных странах мира. Друзья, на каких языках вы говорите в быту и за пределами дома? И в целом, сколько языков знаете? Пишите в комментариях. В РФ и ЕС говорят о войне, которая может вспыхнуть в 2028-2029 годах. Об этом идет речь в статье издания The Times. Авторы публикации приводят слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая считает, что Европа должна подготовиться к возможному военному конфликту. Время не на стороне России, но оно не обязательно и на нашей стороне, потому что мы еще не делаем достаточно. Во-вторых, ни у кого из нас не должно быть сомнения в том, что нам нужно тратить больше средств на предотвращение войны, но нам также нужно готовиться к войне. Нам нужно улучшать наши возможности. Нам нужно, чтобы наша оборонная промышленность производила то, что нам нужно. Мы должны подготовиться к худшему. Такое заявление Каллас сделала после того, как в РФ заявили, что российские мужчины должны готовиться к войне с Западом уже в этом десятилетии. А как вы считаете, дойдет ли до этого?
Суды Узбекистана выносят мягкие приговоры гражданам страны, которые воевали против Украины в рядах оккупационной армии РФ. Вместо реальных сроков наемники стали получать наказание в виде ограничения свободы или вовсе условные сроки. Радио Озадлик приводит несколько примеров такого странного правосудия. Узбекистанца, который на суде признался в убийстве 10 украинцев, но при этом раскаялся и заявил, что сам сдался полиции, а пошел убивать из-за тяжелого материального положения, приговорили не к 10 годам колонии или еще более, а дали наоборот лишь 4 года и 2 месяца ограничения свободы, то есть даже не посадили за решетку. При этом власти Узбекистана официально не раскрывают данные о количестве граждан, осужденных на родине за участие в боевых действиях в Украине. С самого начала войны в Украине власти Узбекистана призывали своих граждан не вступать в иностранные армии. В сентябре 2022 года Генпрокуратура Узбекистана призвала соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, а также предупредила, что за подобное действие грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Источники радио Озадлик считают, что мягкие приговоры в отношении военных преступников связаны с минимальным вмешательством в отношения взаимного партнерства и союзничества с Россией. Узбекистан придерживается осторожного подхода в этом вопросе. Напомню, что накануне Москва и Ташкент подписали 5-летнюю программу партнерства в военной области. В Европарламенте назвали предстоящие выборы президента в Беларуси фиктивными и призвали их не признавать. Для этого была принята соответствующая резолюция. В ЕС заявили, что перед этими так называемыми выборами репрессии в стране только усилились. С учетом того, что в Беларуси фиксируют серьезные нарушения прав человека и демократических принципов, Европарламент считает и обратился к странам-членам ЕС и международному сообществу с призывом не признавать легитимность диктатора Лукашенко после того, как он вновь ожидаемо победит на этих выборах. Лукашенко, который жестоко управляет Беларусью с 1994 года, выставил на выборы исключительно формальных кандидатов, которые якобы будут его оппонентами. Подтверждая свое непризнание господина Лукашенко в качестве президента и свою позицию о том, что весь белорусский режим нелегитимен, депутаты Европарламента выражают свою неизменную поддержку белорусскому народу в его стремлении к демократии, свободе и правам человека. В МИД Беларуси уже сильно возмутились заявлением Европарламента и назвали его грубейшим вмешательством в белорусскую электоральную кампанию. При этом представители Лукашенко, который действительно уже более 30 лет удерживает власть в стране, заявили, что Европарламент пытается оказать давление на свободное волеизъявление белорусских граждан. Напомню, что сотни тысяч белорусов не могут проголосовать на выборах. Минск решил не открывать участки за границей. Японские тюрьмы переполнены пенсионерами. Пожилые люди из-за одиночества и бедности намеренно совершают преступления, чтобы жить за решеткой за счет государства. Там они и работают, и общаются, имеют регулярное питание и бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, надзирателям приходится уже даже менять подгузники некоторым заключенным из-за их возраста и немощности. Репортаж из подобной японской тюрьмы опубликовал CNN. Заключенные отбывают наказание в основном за кражи, в частности за воровство продуктов из супермаркетов. Кто-то является рецидивистом, оказываясь на свободе, не может найти поддержки, считает себя одиноким, бедным и голодным и вновь совершает преступление, чтобы быть арестованным. По всей Японии с 2003 по 2022 год число заключенных в возрасте 65 лет и старше увеличилось почти в 4 раза. И это изменило характер тюремного заключения, сообщает CNN. Кроме того, численность пожилого населения растет так быстро, что к 2040 году Японии потребуется почти 3 миллиона работников по уходу за пожилыми людьми. Власти страны сейчас уже обратили внимание на эти проблемы и пытаются комплексно их решить. Что думаете о такой жизни японцев? Пишите также об этом в комментариях.
Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.